Привет, друзья! Всем привет! С вами Макс и... Мирка сын. Мирка Папа сын. Макс. Мирка сын или Мирослав. Ой, зеленый, Мирка, давай. Зеленый мигает, надо бежать. И мы сегодня с вами в Тбилиси находимся и хотим вас с собой взять сегодня в магазин техники. Мирка, что мы будем покупать в этом магазине? В этом магазине мы будем покупать беспроводные наушники. Да, наша цель купить Мирке новые беспроводные наушники. Мирка, сейчас, подождите, у нас тут это... В Тбилиси такое часто, когда ты приходишь в столб. Ну ладно, я сейчас ем не так много, поэтому... О, главное, чтобы электричеством не долбануло. Что случилось, Мирка, с твоими предыдущими наушниками? Ну, с моими предыдущими наушниками случилось один у меня по случайности выпал как раз-таки у меня в России. Ты его потерял? Да. Он выпал у тебя из кармана или откуда он выпал? Он выпал, да, из кармана. Я положил его в карман, и где-то в автобусе он выпал. А со вторым что произошло? Или второй работает, все нормально? Второй более-менее все работает, но когда один наушник, качество будет менее приятным, чем когда с двумя наушниками. Понятно. То есть не очень удобно слушать музыку, когда у тебя один наушник, верно? Угу. Понятно. Ну и он довольно уже, старый. 1,5 года ему уже. Ну вот, идем за новыми наушниками. Идем за новыми наушниками. Идем мы по нашему району. Он называется Ваке. А вот эту улочку я обожаю. Она классная, она тенистая, очень тенистая улица. Здесь широкий, хороший тротуар, все классно. И высоченные платаны, которые напоминают Буэнос-Айрес. Единственная только вещь, которая меня раздражает, это... Да не то, что раздражает. Ой, друзья, я вам могу очень много рассказывать про вот эти прекрасные изобретения человечества. В смысле, сами изобретения это классные. Это самокаты, электросамокаты. Еще их называют электроскутеры. Но вот, кстати, ровно вот здесь я видел одну аварию с участием электроскутеров. А вообще я видел минимум 5 за 1,5 месяца. И я не то чтобы часто хожу по этой, честно говоря, дороге, именно по причине наличия здесь этих электроскутеров. Я не знаю, что мешает им ездить вот здесь, вот по выделенной вот этой дороге, потому что это специальная, типа велодорожка. Она, конечно, где-то прерывается, где-то она есть, где-то ее нет, но суть в том, что все равно все самокатчики ездят здесь. Это очень опасно. Когда ты идешь с маленьким ребенком, это супер просто тревожно. Ты постоянно уворачиваешься, ты постоянно следишь. Короче, я просто с Сабриной здесь не хожу. Вот. Я абсолютно за вот эти средства индивидуальной мобильности, как они называются, но они должны ездить по каким-то отдельным дорогам, по специальным велодорожкам. Иначе просто швах. Мирка, а ты что думаешь по поводу самокатчиков в городе? Это полная жесть, особенно ощущается в Питере. Я живу в более-менее, в новом районе. Там есть велодорожки? Конечно, велодорожки есть, но они на главных проспектах. То есть между домами их особо нету. И там тоже самокаты везде вот так вот ездят? Да, самокаты очень много ездят. Правда, там больше не как самокатов, а как... Электровелосипедов каких-то? Да, вот больше таких вот. Ага. Особенно всякие доставщики и
на улицах просто надо быть очень аккуратными и смотреть в оба. Да. Расскажите, как в вашем городе, друзья, ситуация. Потому что, где я до этого жил, в Овьедо в Испании, во Флорианополисе в Бразилии или в Буэнос-Айресе, такой проблемы не было. Но здесь это просто меня повергает в шок и ужас. И можно было бы, конечно, сказать, что Макс, ты просто ссыкунишка. Макс, ты ссыкунишка. Ты просто боишься, что в тебя кто-то врежется. Но это безопасно, это классно. Вот смотрите, ты выходишь вот так вот, и тебе из-за этого куста вообще не видно, что там. Поэтому тебе нужно вот так посмотреть туда, посмотреть сюда, и только потом выходить. Но нет, друзья, я не ссыкунишка. Дело в том, что если бы я не видел 5 случаев каких-то аварийных ситуаций, связанных с вот этими самокатами, то я бы вообще молчал. Я бы не молчал, но у меня не было бы никаких доказательств. Но 5 случаев, друзья, за 1,5 месяца. И я не каждый день хожу по этой дороге, вообще не каждый день. Я считаю, что это достаточно для того, чтобы подтвердить мои опасения, что эти штуки должны ездить по выделенным дорогам. Мирка, а что делать человеку, если он хочет изучать русский с помощью моих видео и подкастов? Присоединиться к мембершип-программе. Точно! А как она ему поможет? Чтобы регулярно практиковать русский. Вся информация под этим видео в описании. Смотрите, друзья, что мы здесь нашли. Вот это дерево. Я не знаю точно, как называется дерево. Возможно, так же, как и ягода. Но ягоды, которые растут на этом дереве, называются шелковица. Вот, видите, вот так шелковица выглядит. Вообще я не уверен. Возможно, шелковица это... на украинском она так называется, потому что впервые я увидел это дерево или эту ягоду в Украине. По-моему, в России тоже называют шелковица, но есть еще какое-то название тутовник. По-моему, тутовник. Короче, неважно. Может быть, вы знаете такие ягоды. Мы сейчас здесь нашли дерево, и Мирка их уплетает. Я тоже попробую. Бывает красная, черная шелковица. О, спасибо, Мирка. И бывает еще белая шелковица. Вот это вот черная шелковица. Она достаточно сладкая, но с кислинкой. А есть еще белая шелковица. Она еще слаще. Единственная проблема шелковицы, да как и всех ягод, но шелковицы особенно, это то, что руки очень сильно пачкаются. У нас нет салфеток с собой, но есть вода. Есть немного воды. Давай, Мирка, давай, вытягивай руки, вот так вытягивай. Ага. Давай сейчас помоем. У Мирки еще белая одежда, и поэтому мы беспокоимся, что можно испачкаться, и, возможно, эти ягоды не отстираются. Потому что, вообще ягоды очень трудно отстирываются от одежды. Как, нормально? Более-менее, да. Ладно, главное, только не вытирай руки об себя, главное, пусть они сейчас высохнут. И у нас закончилась вода, нужно покупать воду. Вот такие вот дела. Мирка, посмотри, что это, иди посмотри. Это инжир. Да, Нифига это, друзья, инжир, он самый. И посмотрите, уже почти, мне кажется, он уже спелый. Проблема в том, что это дерево находится рядом с дорогой. Конечно, не очень хочется есть этот инжир, но смотрите какой. Папа, посмотри, уже почти... Спелый? Да. Я не знаю, я не уверен, что это спелый. Он выглядит как какой-то засохший, испорченный. Мне кажется, спелый он должен быть такой зеленый, но не совсем такой. Он еще твердый. Скоро пойдет сезон инжира. Ты любишь инжир вообще, Мирка? Обожаю. Реально? Да. Слушай, классно, будем покупать. Кто-то уже проверил
насколько он спелый. И вот он здесь лежит уже не знаю сколько времени и засох. Видите, этот инжир уже засох. Или высох. Сегодня плюс 30 градусов. Сейчас солнце ушло, и мы идем по тенистой улице. Но, Мирка, как ты себя чувствуешь? Как тебе такая погода, 30 градусов? В Питере же, ну, обычно гораздо прохладнее. Да, в Питере гораздо, конечно, прохладнее. Там, в принципе, да, там есть такие теплые дни, при 23 градусах, в принципе, там можно в футболке, но там вот нормально, вот хорошо, что там обычно летом, конечно, бывает, зашкаливает погода, но все же более-менее терпимо. Фу, жесть, пока Мирка говорил, блин, нас на пешеходном переходе чуть не сбили, хотя я специально убрал камеру, чтобы не снимать. Я не знаю, просто от движения и от стиля вождения я не могу, меня постоянно трясет. Господи. Ладно, возвращаемся к погоде. Короче, тебе не нравится жара? Ну, Нет. Плюс 30. Это просто плюс 30, в моем понимании, это не какая-то прям ужасная жара, да, невыносимая жара. Нет. Это жарко. Это жаркая погода, но это не что-то прям из ряда вон выходящее. А для тебя, Мирка, как это? Для меня, ну, понятно, что не прям сильно заоблачно, то есть все еще более-менее терпимо, но при том, что еще здесь климат довольно сухой, это да, Тяжело переносится жара? довольно-таки да. Понятно. Но на самом деле мы уже почти подошли к магазину. Мы идем где-то минут 20-25, и вот уже почти пришли. А здесь находится магазин белорусских продуктов. Продуктов из Беларуси. Смотрите. Юля часто с Сабриной ходит сюда на занятия к логопеду. Ну и вообще они часто бывают в этом районе, и в этом магазине очень часто покупают мороженое, творожные сырки и другие продукты, которые достаточно хорошего качества. Друзья, хотел вам показать интересный форм-фактор мороженого, который я не видел в странах, ну, скажем, которое я видел только в странах постсоветского пространства, так скажем, в постсоветских странах. Ну, или, может быть, не знаю. Короче, вот это называется вафельный стаканчик или мороженое в вафельном стаканчике. Собственно, вот эта штука, видите, это не рожок, потому что бывает рожок, который в виде конуса. Это вафельный рожок. Или просто рожок. А это именно стаканчик, потому что это как стакан. Ну и просто это вафля, и внутри мороженое. Мороженое бывает разных вкусов. Кстати, Мирка, а у тебя что за мороженое? У меня фруктовый, в общем говоря, замороженный лед. Да, мы это замороженный лед. Нет, фруктовый лед. Замороженный лед звучит как жидкая вода. Фруктовый лед, да, это фруктовый лед. Это просто, какая-то фруктовая смесь замороженная. Тоже достаточно популярный форм-фактор. Покажи, Мирка, как это выглядит. Вкусно? Да. Мирка, пришли. Вот он, магазин электроники, куда мы идем. Ух ты, здесь можно купить виниловый проигрыватель. Зацените. Блин, мечтаю о такой штуке, просто мечтаю. Эх. Между какими ты выбираешь, Мирка? Я хочу либо вот такие вот, либо вот такие вот. Либо вот такие, да? Да, сиреневые. То есть ты выбираешь по цвету, а модель ты уже знаешь, какую ты хочешь, да? Да, модель я уже знаю, какую хочу. Какой тебе нравится цвет больше, зеленый или фиолетовый? Это же сиреневый, да? Да. Ну, сиреневый, фиолетовый. Какой тебе больше нравится? Честно говоря, я даже не знаю. Я тебе скажу так, Мирка, мой любимый цвет зеленый. Это как-то повлияет Возможно. на тебя? Скажи мне. Ну, наверное.
Но мы сейчас будем решать еще. Ну давай, подумаем. В общем, мы вот купили как раз-таки наши наушнички. Вот они. Наушнички? Да. Прикольное слово. Наушнички. Наушнички. Это какие наушники? Проводные или беспроводные? Беспроводные наушники, которые можно заряжать Type-C. Ага, заряжать от кабеля типа Type-C. Type-C. А что еще купили? А еще мы купили адаптер для быстрой зарядки телефона, наушников, ну и так далее. Адаптер для зарядки телефона и наушников. Быстрой Для зарядки. быстрой зарядки. Да. Ага. Ну, в общем-то, и все, друзья. Нам сказали, что 2 года у нас есть гарантии. То есть гарантия дается на 2 года, или просто гарантия на 2 года. То есть в течение 2 лет, если что-то произойдет с наушниками или с зарядкой, зарядка или зарядное устройство, или адаптер, тогда мы можем обратиться в этот же магазин. Проблема в том, что мы уже через 3 недели уедем. Но я думаю, что если через 3 недели, ну, если в течение 3 недель все будет хорошо, то, наверное, и дальше тоже все будет хорошо, да, Мирка? Да. Что ж, на этом у нас все на сегодня. Мирка, что сейчас будем делать? Сейчас приедем Куда? нам домой и будем в готику рубиться. Да, вышла Готика ремейк, друзья, Готика ремейк. Я играл в Готику, в первую Готику. Это был, я не помню, 2000 год или я точно не помню. Но, в общем, я был как раз в возрасте Мирослава, да, в то время. А сейчас, спустя вот уже сколько, 25 лет, вышел ремейк моей любимой игры. И мы пойдем резаться в Готику, да, и пережидать жару. Что ж, друзья, до встречи в следующем видео. Присоединяйтесь к мембершип программе. Пока-пока. Чао!